Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие есть новости, куда дует рыночный ветер, какие движения предполагаются на рынке и на чем сегодня можно заработать деньги. Так, давайте начнем с календарика событий. Сегодня в Бразилии выходной, конституционная война 1932 года. Искренне поздравляю всех бразильцев и причастных. Так, далее, что тут у нас? По Китаю вышли данные по инфляции, индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Так, ну давайте посмотрим, что здесь с индексами цен производителей. Если раздвинуть график, то получается сейчас картина схожая с 2008 годом, но, конечно, такого ответственного роста, как сейчас, не было даже в 2008 году. Сейчас по росту цен идет консолидация, пока сложно сказать, переломился здесь тренд на рост, или он пока собирается с духом, чтобы пойти расти дальше. Здесь критичный момент — это откат к 6%, тогда можно будет говорить, что действительно здесь произошел слом, и, соответственно, тенденция на рост цен производителей, она сходит на нет. Пока такого не наблюдается, соответственно, в ближайшее время весьма вероятно эта тенденция на рост цен производителей продолжится. С чем она связана? Она связана с двумя факторами. Первый фактор — это рост стоимости сырья, потому что, как ни крути, завязано производство на стоимость сырья. Второй фактор, который сейчас постепенно подключается и набирает обороты, это рост стоимости зарплаты, потому что квалифицированные рабочие инженеры требуют большей зарплаты, потому что они меньше могут покупать в связи с тем, что фактическая инфляция, она вышла за берега. Вот, этот фактор набирает обороты, в том числе и в Китае, и в ближайшее время даст о себе знать. Ну и, наконец, главная компонента — это рост цен производителей в связи с тем, что растет спрос. Здесь также начинается пробуксовка, потому что спрос уже не растет так энергично, уже так называемый отскок дохлой кошки он произошел. И сейчас очень интересная ситуация, как себя будет чувствовать китайская экономика, в то время как во всем мире произошел отскок спроса, расширение, соответственно, себя исчерпало, и остаются факторы, которые негативно влияют на производство и сбыт продукции. Это так называемая инфляция издержек, инфляция, которая связана с ростом цен на сырье, оно пока приостановилось. Идет консолидация на хаях как по нефти, так и по металлам. И второй момент, который на подходе, это рост зарплат. Вот, соответственно, получился чудный коктейль, который связан с тем, что сбыт и производство, спрос притормозился, и мы видим, экономика Китая начинает буксовать. При этом выросшие цены на сырье продолжают давить. Они имеют, помимо всего прочего, отлагательный характер. И третий момент, набирающий обороты, это рост зарплат именно квалифицированных работников, которые требуют повышения оплаты труда. Но это вполне естественно, когда выросли цены, если человек представляет интерес, он хочет зарабатывать больше. Так, ну и далее индекс потребительских цен в Китае. Здесь начинается некоторая пробуксовка. Он растет не так, как прогнозировался, не так, как было до этого. Но здесь на самом деле в чем заключается нюанс? Нюанс заключается в том, что индекс потребительских цен, он во многом связан с тем, как происходит, растет, не растет потребление в стране. Но на текущий момент китайское правительство, КПК, делало ставку на рост внутреннего спроса, но здесь особо дела успешно не процветают. Но на это есть ряд весомых факторов. Это и менталитет китайский, и то, что долгое время отрицательная демография искусственно создавалась, ну, чтобы не было прироста населения. Ну и текущая ситуация с ростом доходов, она совершенно не способствует тому, чтобы в Китае наращивался внутренний рынок потребления. Итак, что мы видим по Китаю? Текущая ситуация, она чем чревата? Она чревата тем, что с одной стороны начал стагнировать внешний спрос на китайскую продукцию, внутренний спрос не развивается так энергично, он весьма посредственно растет, или даже не растет уже, можно сказать.
Так, ну и мы видим с вами достаточно крупный китайский застройщик Evergrande фактически находится в пикирующем падении его акций. Это месячный таймфрейм. Ну и на дневках ситуация совершенно не лучше. Так, далее переходим к китайскому индексу дневочка CSI 300. Что мы видим? Сегодня была попытка пробить дно, пока эту попытку выкупили. Но задел на следующую неделю не очень радостный. Ну да, если здесь на часовик переходить, здесь как бы получается такая картина, что, не знаю, чуть ли не императивно отдали распоряжение собрать все, что упало. Так, друзья, ну здесь еще получается сейчас под давлением будет находиться успешно до этого экспортировавшиеся акции китайского хай-тека, потому что там начались непонятки с размещениями, ограничения со стороны китайского правительства на ну, как бы опасение передачи данных американским сатрапам, по их мнению. И как бы еще и то, что проблемы с финансированием назревают, сложность размещения и торговли. Если акции компаний торгуются на западных площадках, это, соответственно, дает возможность увеличить капитализацию, привлечь задешево финансирование, ну и, скажем так, иметь совершенно другие возможности по развитию бизнеса. Сейчас пытаются это дело прижать, прикрутить сами китайские власти. И в ближайшее время, в совокупности с тем, что стагнирует мировой спрос, который отскочил после пандемии, не растет внутренний спрос, ну вот во втором полугодии мы можем увидеть, как эти все факторы, они сошлись в одну точку, и в Китае может начаться непрогнозируемый процесс, коллапс. У меня были ожидания, что по Китаю ситуация, ну какой-то сбой возникнет в ближайшие 3-5 лет. Судя по динамике процесса, этот коллапс может произойти раньше. Так, друзья, далее немецкий фондовый индекс DAX, вот он вчера потестил донышко, но пока критичные значения не пробиты. Но здесь назревает тенденция на коррекционный откат. У него четко прослеживается уровень 14500, 14600, который, если удерживается, не пробивается, то все эти коррекционные откаты будут выкупаться. Но как только здесь произойдет пробой, он может сыпануться уже очень-очень сильно. Так, друзья, далее Baltic Dry, давно его не смотрели. Здесь у нас происходит консолидация на хаях, но никак этот коварный индекс не хочет откатываться в диапазон 1500-2000, где минимальные инфляционные риски. То есть сейчас как бы та ситуация, которая по нему возникла, она указывает, что отсюда весьма вероятно дальнейшее губительное продолжение роста этого индекса на 5000. Здесь уже надо четко понимать, что рост этого индекса на текущий момент и на таких значениях свидетельствует о том, что инфляция издержек не снижается. Если она не снижается, пожирается экономический рост. И получается, те деньги, которые генерят центробанки, американские, европейские, они все переходят в рост цен, а не в экономический рост. Ну и сами посудите, если такая тенденция имеет место быть, то смысл продолжения количественного смягчения какой? Чтобы все это в гиперинфляцию превратилось? Ну, наверное, я думаю, что нет. И, собственно говоря, вот эта реакция в июне, то есть мнение директоров, управляющих ФРС о том, что надо заканчивать баловаться этими штучками, и, соответственно, реакция финансовой мировой общественности, она как раз проявление того, что вот этот процесс, он неотвратимо идет, когда напечатанные деньги превращаются в рост цен, а рост цен душит экономический рост. И здесь как бы получается дилемма, что делать, что принести в жертву, реальный экономический рост или надутый пузырь активов и фондовых рынков. Да, в Америке этот выбор очень непростой, потому что этот надутый пузырь, он обслуживает пенсионную систему и благосостояние многих американцев, но тем не менее, если ставить вопрос ребром, то, конечно, будет сделан выбор в пользу реального экономического роста, потому что без него вся эта конструкция рассыпется, как карточный домик. Так, друзья, вчера вот еще по NASDAQ был небольшой провал, который практически полностью откупили. На самом деле такие движения в NASDAQ и в хай-теке, они более чем нормальные, ничего страшного здесь не произошло, наоборот, получается,
начальный провал был полностью откуплен и вернулись в новую неизведанную область. Ну и сегодня, соответственно, если не будет продолжения отката с пробитием 14250, то NASDAQ закрепится и будет какое-то время торговаться в этом диапазоне. Так, друзья, далее VIX. Ну, вчера немножко такое было закрытие смазанное. Объясню почему. С одной стороны 18,5 пробили, с другой стороны уверенного движения выше 19 не произошло. Поэтому он сейчас увяз вот в этой демаркационной зоне. Вот. Но, тем не менее, вчера то, что произошло, вот этот вот выброс значительный, пока, с одной стороны, это может быть просто разгрузка позиций, которые здесь набрали. Но если движение сейчас продолжится и будет закрепление выше 20,5 вот в этом диапазоне и закрытие недели, то это будет говорить о том, что здесь речь идет не о разгрузке полной позиции, которые здесь набрали, и последующем откате и возврате в эту область, а то, что здесь начинает нарастать негативные процессы, которые уже на следующей неделе приведут к значительному движению, возможно, даже на 35. Ну и сегодня, если здесь вот этот вот выстрел продолжается и будет пробитие 22, то мы уже сегодня можем увидеть переписывание вот этого локального максимума 28,9. Вот. Если здесь пробоя не будет, то на самом деле посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе. Критично теперь, чтобы не было закрытия выше 20,5. Так, далее индекс доллара. Вчера он попытался откатиться, но сами видите, то есть ситуация несколько критичная. И сегодня он пытается взять реванш. Переходя на 4-часовой таймфрейм, на что хотел обратить внимание, здесь идет движение вверх. Цель этого движения потестить и пробить 92,85. Если сегодня мы получаем движение вот в этот диапазон, и здесь он начинает консолидироваться и тем более пробивать вот это значение, то процесс может принять сложно управляемый характер, и рынки могут цепануться уже сегодня. Если не будет движение наверх в эту область, и тем более не произойдет пробитие 92,6, то вот это все движение захлебывается, и мы на сегодня получим консолидацию в этом диапазоне и, возможно, даже выход из диапазона и тестирование на прочность 92. В ближайшие часы вот эта ситуация разрешится, посмотрим, к чему такое движение приведет. Так, друзья, далее S&P, это SFD на фьючерс, поэтому он торгуется. Соответственно, здесь, ну пока все происходит чин-чинарем, вот этот вот провал, который вчера возник, он, конечно, очень страшный и, возможно, даже губительный. Но обращаю внимание, что пока ключевой уровень, который 4250, он не пробит. Соответственно, если не будет его пробития сегодня, неделя закроется с небольшим откатом, и пока что ничего страшного здесь нету. Обычный выпуск пары. Вот 4250, если сегодня берем и тем более закрываемся ниже, тогда можно говорить о том, что все близко к провалу. Но я все-таки обращаю внимание, что лето, оно обычно такой сезон расслабленный. И я что-то не припоминаю, чтобы летом какие-то кризисы разражались где-либо. Но, по крайней мере, до середины августа все должно быть спокойно. А там природа возьмет свое. Так, друзья, далее криптовалюта на примере биткоина. Давайте посмотрим дневной таймфрейм. Не развился рост, который здесь происходил, и биткоин спустили вот в этот консолидационный диапазон 33 750, 30 500. Соответственно, сейчас посмотрим сегодня, будет или не будет пробитие уровня 31 700. Если такое пробитие возникает, то, соответственно, сегодня, выходные и понедельник, наиболее вероятно движение вот в этом консолидационном диапазоне. Если пробития не будет сейчас вот этого уровня, то весьма вероятно отсюда после набора позиций сегодня пойдет движение наверх с целью 35 500. Вот. Ну и вообще как бы глобально есть демаркационная линия, это 28 600. Если этот уровень не пробивается, то по биткоину идет активно торговля, которая будет приводить к тому, что эта консолидация в конечном счете приведет
к движению наверх на 52 тысячи. Так, ну вот эфир пробил вот этот ключевой уровень 2160. Соответственно, либо в ближайшее время будет возврат выше этого значения, либо если в ближайшие часы, дни этого не происходит, то получается по эфиру будет развиваться даунтренд в ближайшее время. Но по крайней мере он длительное время будет консолидироваться в этом диапазоне и возможно даже пойдет ниже в случае пробития 1700. Так, друзья, далее золото. Золото. По золоту ситуация достаточно интересная, потому что золото закрылось на 1800. Это очень хорошо. Сейчас на текущий момент разворотная формация здесь происходит. Цель отскока с начала движения на 1807. В случае закрепления повторное тестирование 1817. Если здесь происходит пробой 1798, 1797, то есть оно не идет сейчас вверх, то результатом будет коррекционный откат на 1792, а там посмотрим. Пока здесь больше факторов указывает на то, что все-таки отсюда будет попытка сходить на 1807. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти, конечно, неприятно то, что вышли под 74, но пока ничего страшного не происходит. Она сегодня даже вскарабкалась на 74 и чуть повыше. Вот. Но здесь то, что касается сегодняшнего развития событий, все это следствие того, что постепенно появляются признаки снижения спроса на нефтепродукты. Пока что летний период он держится, но уже, по-видимому, нету такого энергичного роста, как было в начале мая, в июне. Кроме того, пошла разбалансировка в договоренности ОПЕК, и в среднесрочной перспективе это приведет к тому, что добывать будут больше, а спрос расти больше, судя по всему, в ближайшее время не будет. Поэтому то, что касается текущей ситуации на сегодня, если не будет коррекционного отката с пробитием 73,7, 73,5, то мы увидим закрепление на 74, и даже, возможно, уже сегодня будет в случае пробоя 74,5 движение наверх с целью 75,8, сходить сюда, отработать вот эту цель. Ну и, конечно же, закрытие недели, если выше 74, то they're good. Если ниже 74, в районе 74-72, то напряжно, но ничего страшного. И если повторное пробитие 72, то это ахтунг и будет дальнейшее снижение цен на нефть, скорее всего. Так, друзья, ну вот еще к российским новостям, что здесь. Минэкономразвитие спрогнозировало рекордный за 9 лет рост российского ВВП, аж на целых 3,8%. Ну и здесь, что примечательно, только вчера появились данные о том, что статистику Росстата попробует спрятать от россиян. Не знаю, насколько это правда, может быть, все это вымысел, но по меньшей мере несколько необычно такое сочетание. Также обращаю внимание, что американский ВВП по прогнозу ФРС в 2021 году вырастет на 7%. Это развитая экономика с низкой базой для роста. То есть она, по идее, должна расти значительно медленнее, чем экономики развивающихся стран. Так, ну и судя по тому, что происходит с Китаем, все указывает на то, что все-таки черная птичка где-то рядом уже летает. Так, друзья, ну вот давайте посмотрим коронавирусную карту. Если рассматривать масштабы всего мира, то здесь намечается тренд на новую волну. Ну тут сложно сказать, какая она, третья или четвертая. Вот. И, соответственно, страны, которые находятся в пике развития этой волны, то есть которые, скажем так, за счет которых вот здесь вот намечается движение наверх. Ну, это первая страна, это Россия, которая фактически идет рост по сведениям Bloomberg. В Соединенных Штатах все, как бы, не сказать, что хорошо, но здесь ситуация под контролем. Там тоже произошел, в общем-то, ощутимый рост. Там уже на грани, как бы, погрешности все было, и тут на 23 тысячи, как в России, вышли. Но здесь просто надо понимать, что США это 350 миллионов, а Россия это 140 миллионов, поэтому, 23 тысячи новых заболеваний для Соединенных Штатов, это фактически в 2,5 раза меньше в процентном отношении, чем в России.
Ну вот Соединенные Штаты тоже подогревают, выходит ситуацию. Там есть определенные проблемные южные эти самые, в которых не хотят прививаться, и соответственно они являются генератором вот этой новой волны. И далее Иран и Соединенное Королевство. Вот новые вдохновители зарождающейся третьей или четвертой волны. Но в Соединенных Штатах, скорее всего, это будет подавлено. Там ведут меры, всех обколят. Вот. А насчет Англии, это крупнейший транспортный хаб. Потом в Англии сейчас за счет распространения дельты вируса индийского штамма идет заболевание. Но там вот это заболевание новое, оно преимущественно среди молодого населения. Пожилое население все привито. И, соответственно, несмотря на такой рост, здесь смертность не очень высокая, потому что молодые люди болеют, которых не привили в надлежащем объеме. И поэтому здесь эта волна, она, скорее всего, не даст такого негативного эффекта, как рост в других странах. Так, ну и вот касательно всей этой ситуации с Didi, там возникла реакция китайского руководства КПК по поводу передачи Big Data. Big Data – это следующий ресурс. И, в общем-то, по сути, это столкновение за мировое господство. Те, у кого есть Big Data, они рулят миром. И, собственно говоря, вот этот конфликт на фоне передачи Big Data, то есть данных о пользователях, которые позволяют, ну, не только как бы маркетинговые какие-то вещи направлять и уточнять, но и вообще в целом управлять странами и миром, они, соответственно, послужили той точкой столкновения, которая произошла между Китаем и Америкой. И в ближайшее время, скорее всего, этот тренд будет обостряться, и китайские компании за счет измененной политики китайского правительства, у них, возможно, будут более значительные сложности с размещением на Западе и вообще с функционированием в западном мире. Так что вот эта новая фишка, она только набирает обороты, и в ближайшее время она, скорее всего, очень сильно разрастется. Но это, опять же, еще один минус именно в первую очередь китайскому бизнесу, китайским компаниям, которые получат массу ограничений, и это может привести к непростой ситуации в их бизнесе. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь никак еврику не дают уйти наверх. Все указывает на то, что сегодня будет борьба по удержанию уровня 1,1790. Если он будет пробит и пойдет закрепление, то для евро может развиться достаточно сильное движение вниз, у которого ближайшая поддержка будет в районе 1,1650. Далее доллар-рубль, USD Tomorrow, дневной месячный таймфрейм. Сейчас давайте на дневочку перейдем. Так, ну и сегодня идет попытка коррекционного отката, укрепления рубля. С чем это связано? Это связано с тем, что протестировали сильный уровень и здесь позиции разгрузили. И здесь по законам жанра должен быть коррекционный откат. В идеале цель этого отката возврат на 74,1. Так, ну вот на часовике мы видим, что здесь движение вниз на укрепление рубля продолжается. Здесь критичный уровень это 74,5. Если он пробивается, то вот эта лесенка, которая здесь возникла, она сегодня весьма вероятно пройдет на 74,25, вот сюда, к этому значению. Если сейчас в ближайшие часы вот этого пробоя не будет, то здесь возникнет либо консолидация, либо сразу отсюда пойдет движение, и цель этого движения будет повторное тестирование 75,3. Так, сейчас 9.19, соответственно, если здесь в ближайшее время возникает пробой, это 5-минутный таймфрейм, значение 74,5, 74,45, то мы идем ниже, цель движения 74,3, 74,25. Если вот этот пробой сейчас не реализуется, то отсюда возникнет импульс движения, цель его будет 75. Друзья, в общем-то все, основные моменты, основные активы. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал Ниндзя Капитал. Спасибо за внимание, успешных торгов.